Так, продолжаем наш процесс. Я понял, что очень часто а, углубляюсь внутрь каких-то процессов, которые, в принципе, можно нагуглить, потому что самая основная задача у меня именно создать, показать вам, как создается какой-то некий фреймворк, чтобы что-то было закончено, и мы могли с этим взаимодействовать. В общем и целом, постараюсь, да, не особо размазываться по древу мысли. У нас здесь мы написали методы наши прекрасные, которые позволяют И нам теперь переходить к нам страничкам уже и можно с ними сделать, взаимодействовать. да, продолжить работать с нашим тестом. Открываем наш Elements Page. Elements Page локатор. Мы остановились на создании локаторов, либо не остановились и начнем их создавать. Я не помню просто, не помню, в каком порядке мы этим занимались. В общем и целом, первый наш локатор by CSS Selector input ID username. Вы можете посмотреть, что by переместиться в by и увидеть, что можно использовать ID, XPath, link text, частичное, значит, link text, name, tag name, class name, selector. Я чаще всего использую CSS Selector и необходимости XPath. Я использую только XPath и только CSS Selector. Ну, по крайней мере, в 95% случаев. Ну, вы заметили, знаете, если удобно, у нас в странице где-то, допустим, здесь наша страница, которую мы тестируем, изменится айдишник. То есть у нас он будет не username, а какой-нибудь там username и user с большой буквы будет, то нам не нужно будет лазить по нашему фреймворку, а просто мы зайдем в локаторсы, мы знаем, что где лежит, и исправим одну букву на другую. И тем самым Page Object Model очень прост и удобен. Давайте дальше заполним наши поля. Значит, будет user ID, user mail. То есть здесь опять пишем CSS Selector, user mail, но только я input пропустил немножечко. Что ж такое? Вот. Ну, я даже думаю, сделаю вот так вот. И мы исправим только сами локаторы. Все у нас будет по CSS селектору происходить. Итак, email точно у нас правильный. Current address. Какой у нас current address? У нас current address. Оп, поменяли. Далее. Ну, можно было бы, конечно, предвосхитить поиск и понять, что все элементы, скорее всего, будут одинаковые, но так не всегда. Я вас прошу, чтобы вы избежали как можно больше ошибок, каждый элемент просматривайте еще раз и еще раз, потому что это достаточно очень важно. Вот ID submit. ID submit. Вот. Здесь все хорошо, и теперь нам нужно нашу уже созданную форму посмотреть. Давайте ее как-нибудь худо-бедно абракадаброй заполним, для того, чтобы мы могли посмотреть, что же это за локаторы такие. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь все просто. Name, email, current address, permanent address, ID. Вот. Поэтому очень много из того, что я сейчас показываю, достаточно такое скучное. Вот еще раз мы смотрим. Это P. У нас находится. Чтобы более удобным образом мы могли это все дело использовать, я предлагаю, у нас здесь output, ID-шник и name. И можно не расписывать то, как я это расписываю, а сделать следующим образом. Мы берем решеточка, output, ну то есть решетка, что обозначает ID, output, name. Далее, так, удаляйся. Далее также прописываем output, решеточка, email.
Вот. И идем, соответственно, по... Давайте опять скопируем, скопипастим. И здесь output. Так, у нас с маленькой буквы или с большой надо посмотреть. У нас все перманент. Ага. Перманент. Перманент. Все хорошо. Все хорошо. Ну, получается, мы тогда просто копируем здесь и копируем вот здесь. Все необходимые элементы у нас готовы. Мы все нашли. И теперь мы можем переключаться к нашему элемент пейджу и уже заниматься непосредственно тестом самим. Первый шаг, какой нам нужен? Как вы думаете? Я думаю, вы правильно догадались. Нам нужно заполнить все эти поля. Так, значит, def fill all fields. Ну, возможно, all the fields. Прошу прощения, опять-таки, за мой английский, он далек от идеала. И здесь вот уже мы пришли к такому интересному моменту. Возникает вопрос, где же нам взять данные? Нам же нужно заполнять все данными. Но пока мы, ладно, остановимся. Допустим, что нам для этого нужно? Давайте пока что напишем шаги, которые позволят нам заполнить чем-то наши поля. Будет ли работать это или не будет. Ну и, соответственно, начнем. То есть первое, что нам нужно, self элемент, нам нужно, чтобы они были видимы, правильно? Поэтому и это должен быть один элемент. Поэтому выбираем элемент is visible. Теперь локатор. Как мы видим, у нас есть locators, который хранит локаторы. Поэтому пишем self locators и выбираем нужный нам. Первое у нас что будет? Это будет full name. И чтобы добавить какой-либо текст в input, мы выбираем метод, который называется sendCase. Так, нам удастся перейти в него. Ну, соответственно, видите, тут много очень есть keyAction, там WebDriver, WebElement, ну, возможно, что-то такое. То есть симулировать тайпинг в элемент. То есть записать текст в какой-то элемент. Вот мы, как мы сделали вот find элемент и записали туда admin. Ну, я думаю, это и так понятно. Сколько у нас таких строк? У нас таких строк 1, 2, 3, 4. 4 строки. Соответственно, наш прекрасный любимый Ctrl-C, Ctrl-V 4 раза. Ну, точнее, либо можно использовать Ctrl-D, чтобы сразу строка, на которой лежит курсор, с помощью клавиш Ctrl-D будет дублироваться. Вот. Поэтому можно много написать. Но нам много не надо. Итак, первое full name. Затем пишем, что у нас дальше. Так, ну-ка напомните. Ага, email. Далее current адрес и permanent адрес. И, конечно же, чтобы все это нам, значит, сделать, нам нужно submit, нам нужно все это дело отправить. А для этого нам нужен элемент, который будет тоже видим. Можно сделать кликабельный, но как мы видим, если мы посмотрим сюда, вот так вот все дело удалим, у нас он и так кликабельный, то есть он всегда кликабельный, единственное, что никакой информации не выводит. Вот, поэтому нам главное, чтобы он был видимый, чтобы можно было его нажать. Вот, поэтому я также его определю как visible, self, locator, submit. И незамысловатая функция, которая позволит нам сделать как бы клик. Вот. Ну и давайте проверим, получится ли это у нас или нет. То есть у нас все вроде готово. Ну и давайте я также напишу какой-нибудь абракадабру, ну чтобы не терять время. Правильно? Сейчас мы запишем. Единственное, что в e-mail нам нужно будет абракадабра собака.ru.
условно, ну или там пусть будет .com, чтобы уже не подкопаться. Клик на Submit и сделаем time sleep, ну, допустим, 5, чтобы мы увидели, что у нас результаты появились. Вот. И смотрите, как хорошо в Page Object. Вместо того, чтобы все пихать в тест, вот эти все шаги, там я вот написал и отправил. Вместо этого я в тесте просто делаю следующим образом. То есть у нас вот этот textbox page класс, он у нас имеет все вот эти вот методы, метод этот, и мы пишем textbox page, то есть здесь, благодаря вот этой конструкции мы храним, то есть ссылаемся в Python, так называемым нет переменных они не хранят, они хранят ссылки, ну, в общем, это такие глубокие рассуждения. А здесь у нас хранится наш класс, наш экземпляр странички. И тут у нас есть метод fill. Какой формат, черт возьми. Fill all fields. Здесь нам ничего не треба, никаких локаторов. Вот, поэтому мы используем, то есть можно уже запускать. Правильно? Timesleep написали. Ну, давайте, чтобы не портить картину, сразу сделаем здесь, вот, чтобы было понятно. И посмотрим, что же из этого получится. Итак, поехали. Так, у нас, как мы видим, случилась некая проблемка. Какая? Смотрим и понимаем, что значит время прошло, что-то у нас не нашлось. Смотрим, что у нас visible, где current address у нас не нашелся. Смотрим, что же здесь у нас не так. И, значит, обращаем внимание, что мы ищем, значит, input. Таким образом у нас. Посмотрим, что у нас в глубине. Так, это у нас текст area, а не input. И вот видите, я невнимательно сделал. Наверняка кто-то внимательно увидел и сказал, у него сейчас будет ошибка. Вот, но, конечно же, я обязательно оставлю этот момент. И, ну, без этого никуда. Вот, поэтому мы пишем, значит, где у нас текст area. Давайте тогда уж проверим. Основательно у нас текст area. То есть текстовая область, которая будет иметь ID, ID, current, адрес. Все правильно. Вот. Давайте проверим, перманент такая же тема. Такая же. Вот, ну что ж, бывает и такое, без этого никуда. Ой, это еще одна ошибка, да что ж такое. Вот, теперь уже должно все запуститься. Давайте еще раз запустим и посмотрим, получится или не получится. Так, опять ошибка. И мы думаем, что же, в чем же причина? И посмотрим. Так, ошибка в нашей функции. Ошибка в сабмите. Ну как же так? Вы же видели на экране, у нас появился он. Ну конечно, наверняка я, наверное, опять использовал input. И тут разговариваю, рассказываю вам о своих прекрасных решениях. Ну, естественно, какой, черт возьми, input, если это у нас button. Ну, как всегда. Ну, опять наверняка вы догадались и поняли, что я опростоволосился. Ну, бывает и такое. Тем самым вы наблюдаете настоящий процесс программирования и написания, поскольку это происходит всегда. Я не думаю, что это в лишнее потраченное время, поскольку, когда вы видите мои ошибки, вы понимаете, на что стоит обратить внимание вам. И еще раз запускаем, и здесь должно быть уже все прекрасно. Вот так вот мы кликнули, и у нас все произошло. Ну, точнее, мы не кликнули, а тест кликнул. Все, ура, работает. Так,
Ну и нам надо дальше продолжить. Осталось нам что? То есть мы засабмитили, текст появился, и нам теперь нужно вытянуть этот текст. Теперь мы напишем функцию, которая позволит нам вытянуть текст из нашей странички. То есть некая будет, допустим, ну, пусть будет check field forms, проверка нашей формы. И что нам для этого нужно? Нам для этого, в принципе, понадобятся все поля и, соответственно, их значения. Что у нас там за поля? Опять-таки, нам нужно что? Нам уже здесь, кстати говоря, здесь нам уже как бы visible не особо нужен. То есть давайте точно убедимся, будет ли работать это так. У нас появляется новый output, и он что собой представляет? Он содержит внутри имя и значение. То есть чисто гипотетически он в дом-дереве появляется, и нам нет необходимости перемещаться к нему. Так, итак, значит, check field form. Здесь нам нужен наш full name. Затем я это пишу, потому что потом я буду возвращать эти данные, ну, буду ретерном возвращать эти строки для того, чтобы мы могли потом в тесте сделать ассерты проверки и сравнить наши введенные данные с тем, что мы получили в заполненных формах. Я сторонник того, чтобы проверки проводить в самом тесте, а не в пейджах. Но, опять-таки, мнения разделяются, я не знаю, я проблем с этим не вижу. Так, mail, current address, и permanent адрес. Здесь у нас что? Ну, в принципе, почти все то же самое. Единственное, что здесь я изменю элемент из present. И здесь заменю на create full name. Только так, на create full name, потом на created email, на created current address, pre-created permanent. А здесь нам нужно вытянуть текст, получить текст. Текст получается с помощью метода text, как несложно догадаться. Ну давайте. Вот. Далее мы все это дело возвращаем full name, email, current address, permanent address. Все, значит, это дело вернули. Зачем? Ну, то есть я хочу здесь сейчас в тесте прописать текст. Хочу написать print, textbox page, check field form. Сейчас это все запустится, и мы посмотрим, правильно я мыслю или нет. Если нет, то используем goToElement. Итак, запускаем. И, кстати говоря, посмотрим, какой текст в итоге мы получим. То есть мы ожидаем, что мы хотим получить вот этот вот текст. Нам нужно сравнить, чтобы вот этот текст совпадал вот с этим, вот этот вот с этим. Ну, вы поняли. Поэтому давайте запустим и посмотрим. Так, все мы там запустили. Вот, мы получили, ну, тест типа прошел, данные мы получили. Так, все, закройся. Мы видим, что это tuple. Ну, во-первых, потому что мы возвращаем это в return. В return всегда возвращает нам tuple. Если нам нужен лист, там нужно указывать конкретный там лист. Вот. Но это нам не мешает, поскольку мы будем обращаться к каждому элементу отдельно. То есть фактически у нас будет выглядеть это все следующим образом.
Мы пишем здесь full name. Там, как у нас точно? Full name, email. Допустим, даже не так вот, а output, чтобы мы понимали, что это output name, output email, output current, допустим, пусть будет current address, other, и per other пусть будет у нас per other, и все это вот будет как раз таки равняться нашей, ну, точнее присваиваться. То есть тем самым мы автоматически из вот этой функции, вот эти все переменные у нас сохранились, переместились вот сюда. И теперь, если я напишу output, перманенты, то у нас они все в нормальном виде появятся на нашем аутпуте в терминале. Все быстро проходит, и все сработало. То есть нам, ну, теперь мы можем достаточно легко использовать. Но мы видим, что у нас целые строки. Нам необходимо избавиться от описания, то есть от приписочки name, email, current address и так далее. Вот, для этого мы используем наши прекрасные методы питоновские работы с текстом. Первое, что это будет, мы используем, я использую split, для того, чтобы split нам позволит разъединить эти строки пополам по двоеточию, по двоеточию. И затем мы выберем конкретно второй элемент списка. Так у нас, ну, программирование все, индексация, она считается с нуля. 0, 1, 2, 3. Фактически это будет 2, но для нас это будет второй элемент, то есть будет первый, второй, а фактически это будет нулевой элемент и первый. Ну и такую конструкцию нам нужно добавить везде. И опять мы запускаем наш тест и посмотрим, сработало ли это или нет. Как мы видим, все прекрасно сработало.